Добрый день, друзья! Это видео про маленькие орхидеи, которые были мне подарены краснодарским продавцом. Их было 10 штук. Они все в разном состоянии, и 4 из них были в самом ужасающем состоянии. Мы пытаемся с вами их восстановить. Это видео снято буквально через 2 дня после приезда из отпуска. Видео печальное, потому что все волнения были только вот об этих 4 орхидеях. Да, конечно, вот здесь есть самые большие потери. Перед отпуском, дней за 10, я их из циофлоры пересадила в живой мох. У меня есть живой мох, я как-то показывала на канале. Я его даже попыталась вырастить, но у нас слишком жарко для того, чтобы рос мох. Но каким-то образом он у меня до сих пор сохраняется. Не могу сказать, что они великолепно, вот эти 4 орхидеи, росли в циофлоре. Но и, как оказалось, в мху они тоже не желают расти. Пересадила в мох по одной простой причине. С поливом в камешках очень сложно. И не могла оставить орхидеи, без меня их, конечно, поливали. Не могла их оставить именно вот так, как они у меня росли. Но при пересадке ничего страшного не было. Как там не было корней, если там были одни тяжи у орхидей, так они, впрочем, и оставались. Но давайте начнем с самого плохого. Я, кстати, перед отъездом их показывала. Вот эта орхидея, у которой было 2 листа, она их начала сушить, но она начала в тот момент растить корень и растить новый листик. Вот тут виновата я, даже не сама орхидея. С орхидеей ничего не случилось. Но когда я приехала, первым делом я побежала смотреть именно на эти 4 орхидеи. А так как мох сухой и очень легкий, вот эта орхидея у меня упала. И это было просто шок. Листик у нее рос. И за мое отсутствие он вырос. И корешок вырос. Но она упала так, что сломалась. Не выбрасываю вот эти корни, этот единственный корень и основание этой орхидеи. Ну, а вдруг случится чудо, и откуда-нибудь, неизвестно откуда, но появится детка. Ну, бывают чудеса, но вдруг случится. А листики она за время моего отпуска отсушила. В этом виновата исключительно я. Уронила и сломала. Еще одна орхидея, которая не желает расти ни в циофлоре, ни в мху, никак. Вроде бы как-то чуть-чуть она ожила, и опять неудача. Пробивается корешок и тут же закукливается. У нее нет никаких видимых почернений, повреждений. Ну вот слабенькая она. И может быть это фабрика, может это шелериана. У меня все шерелианы и стюартианы очень капризные. Что-то им у меня не нравится. Может быть и это из той же серии. Но не подходит климат. И так можно сказать. Ну, конечно, я ее никуда не дену. Я еще с ней попытаюсь поработать. Ну, по крайней мере, хотя бы полить. У нее там вообще корней нет. Еще одна малышка. Эта малышка все время находится в одном и том же состоянии. Вообще, все время в одном и том же состоянии. Ни листики не пропадают, ни новые не растут. Ничего не происходит. Но у этой малышки именно вот здесь есть черное пятнышко. Я очень хотела эти орхидеи восстановить без применения какой бы то ни было химии. Но все-таки вот эту орхидейку я сейчас
вот эти черные места обработаю неразбавленным Максимом. Я недавно вам показывала, как я это делаю, но покажу еще раз. Максим у меня находится неиспользованный шприцы. Выдавлю маленькую капельку, получилось 2. Тоненькую кисточку. И только вот эти черные места обработаю неразбавленным Максимом. Но вдруг все-таки что-то поможет. Жалко орхидейку. Давайте с этой стороны посмотрим. Какие-то у нее здесь от старых, видимо, корней есть небольшие отверстия. Вот их мы и обработаем. А вдруг все-таки что-то поможет. Так, и оставим ее. И единственная орхидея, которая показывает великолепные результаты, она прекрасно росла и в циафлоре, продолжает великолепно расти и в мху. Смотрите, какой лист нарастила шикарный. Ни одного листа не сбросила. Вернула весь тургор. Есть чудесные корешки. Их плохо сейчас видно, но они есть, и они растут от шеи. У орхидеи тоже не было корней. Буду продолжать их поливать. Все, абсолютно все. Вода 28-32 градуса. И вот таким образом я осуществляю полив орхидей. Я жду, пока вода промочит весь мох. Но это действительно секунды. Это может быть 15, сейчас 20 секунд. Без меня они очень просохли. Мох совершенно сухой. И для того, чтобы намочить весь абсолютно мох, может быть, это немножко больше секунд потребуется. Вот так полью все 4 орхидейки. Все равно будем дальше с вами за ними наблюдать. Случится чудо, замечательно. Не случится. Но так тому и быть. Ведь бывает все. Нам так хочется всегда восстановить любую потерявшую тургор. Орхидею, которую мы купили в магазине уценкой. Но действительно не всегда это получается. И с этим можно мириться, можно не мириться, но жизнь она такая. Что-то есть хорошее, а что-то может быть и не очень. Вот с этими орхидейками не все так хорошо складывается, как нам бы хотелось. Но с остальными все в порядке. Цветут, а как расцвели, великолепно. Обязательно вам все это покажу. Еще хочется вам отдельно показать Ванду. Вот Ванда, я просто любуюсь и удивляюсь. Великолепная орхидея. А с этими орхидеями будем надеяться на лучшее и принимать то, что будет с этими орхидеями. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. А что такое? Ой. Ричуля. А на стол хочется, да? Ричуля. Ай, как хочется поучаствовать в съемке. Хотя бы ушами, да? Зачем ты игрушку? Клади мне сюда игрушку. Положи игрушку. Давай, пока я поливаю орхидеи, положи мне сюда игрушку на стол.